Здравствуйте, представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие. Таро-прогноз, гороскоп, июнь 2024 года. События на пороге. 3 главных события месяца. Давайте узнаем, что нам подскажут карты для вашего знака зодиака. И всегда говорю, будем реалистами. Любой расклад не расскажет о том, что вы чувствуете, переживаете, какие перипетии в вашей жизни. Но все же, когда мы смотрим на образы карт, на их метафору, каждый думает о своем. И я так надеюсь, что какой-то жизненный пазл у вас сложится. Или вы сумеете продумать свою ситуацию. Одним словом, карты, наш расклад будет вам чем-то полезен. Или мы с вами проведем приятное время. Чуть позже я опубликую планетарный гороскоп на своем сайте, оставлю ссылку во вкладке «Сообщество», следите, и вы сможете свои планы на июнь месяц и небесное расписание, что там нам звезды пророчат, и где-то расклад Таро сложить воедино. И я тоже надеюсь, вам это будет как хорошей подсказкой, в какую сторону или в каком направлении вам следует направить свои энергии. Мы идем вперед. Итак, таковы события на пороге, мои дорогие козероги. И первое, буквально порог, что стремится, спешит на ваш порог. Первая карта. Что стремится войти в вашу жизнь. И вторая, что окончательно завершится. Возможно, это тема или какой-то конкретный вопрос, который вы сумеете решить, подвести к итогу в течение июня. 3 главных события достанем. 3 карты. Или, возможно, 3 сферы жизни. Итак, что же? Спешит, стремится. А вы знаете, будет много информации. По 5 огня это всегда какая-то путаница. И нам девушка показана, она уже устала от какой-то неразберихи. По этой карте нам говорят, будь реалистом. Куда-то ты, козерог, не должен поторопиться. Или принять чье-то предложение сразу же, не продумав, не просчитав какую-то свою историю, ситуацию или как будут разворачиваться события. По этой карте вы, мои дорогие козероги, можете столкнуться с людьми, которым не стоит доверять, кстати. Есть детскость определенная в этой карте. Это когда человек, пусть даже имеет почтенный возраст, но ведет себя как ребенок. На него невозможно положиться или понадеяться. Утром он вам пообещает, к вечеру он уже забудет о данном слове. Или проходят те люди, может быть, это из вашего такого далекого относительно окружения, когда человек себя не поставит на второе место, а ваши проблемы на первое. Надеемся сами на себя и перепроверяем информацию. Много будет разной, такой разношерстной информации, и ваша задача не торопиться, включаться в какое-то дело, в процесс, откликаться, не устать от вот этой неразберихи, а просто анализировать, мои дорогие, для того, чтобы с чем-то не ошибиться. Что же уйдет? Вы можете прийти к выводу, как раз рассмотреть людей, отчасти меняя бинокль на микроскоп и вблизи, и вдали. Кому я могу доверять? Был прежде какой-то баланс, когда вы вынуждены были и вашим, и нашим. Конкретно девочка нам показана, которая балансирует, идет по жердочке, потому что обстановка такова. Но есть ваши какие-то приоритеты, и значит, вы можете действительно закрыть какой-то вопрос, решить его окончательно. И вот эта двойственность, она заканчивается. Заканчивается чья-то игра, конкретно есть такое значение в этой колоде карт, когда вы поймете, что какой-то человек вас водил за нос. Я надеюсь, это не для всех, но для кого-то может так проиграться. Прежде вы воспринимали кого-то как за чистую монету, или вы думали, что с вами кто-то строит партнерские отношения на основе искренности и честности. Здесь тут какой-то факт у вас может открыться, кстати, по 5 огня. Мы можем узнать какую-то новость или прийти, как, знаете, тайна. Была тайна, а теперь стала явью. И вы прежде, может быть, и держали этот баланс, а здесь вам захочется разобраться, и чтобы не было вот этой двойственности или когда какая-то многозадачность, вам захочется больше определить свою жизнь и понимать, куда я иду, зачем я
делаю что-то или куда я трачу свое время, на кого, кстати, вот такое тоже может проиграться. Больше определенности приходит в вашу жизнь, когда вы закрываете какие-то гештальты или когда вы себя организуете не на первый какой-то отклик кому-то, а на перепроверку информации и пристальное внимание. Давайте узнаем 3 важных события. Вы знаете, вам может этого захотеться, вот все то, что я перечисляла, из-за усталости. Конкретно карта десятка жезлов нам показывает, или десятка огня, женщину, которая буквально упала от усталости на стол, и она не видит того, что или забыла сама о себе. Она не видит своих планов, у нее нет сил и желания уже узнавать что-то новое или наполнить свою душу, свою жизнь каким-то новым вдохновением. Ее затянула эта рутина. И когда мы, как белки в колесе, вот есть такое выражение очень точное, мы не видим, что же происходит вокруг. Мы не замечаем каких-то радостей жизни, потому что буквально впряглись в какую-то работу. Или для кого-то из вас 2 работы, мои дорогие козероги, вы захотите сказать самому себе или самой себе, но все хватит. Да, с одной стороны, по десятке огня нам говорят, у тебя хватит сил выдержать эмоциональное и физическое напряжение, но все же целесообразность, а надо ли этим заниматься? Вот как на этой карте, посуда не закончится никогда. Или какие-то рутинные дела, они не закончатся никогда. Может быть, это вы прежде планы свои строили из расчета, что я сначала завершу вот это, а потом я переключусь на какой-то другой вопрос, которым мне очень хотелось бы заняться. И здесь вы придете к выводу, да, вот эта рутина никогда не закончится, я что-то оставляю, иначе я не осуществлю то, что для меня наиболее важно. Усталость сама по себе может ощущаться. И кому-то из вас захочется от начала до конца какой-то части июня посвятить самому себе. Для кого-то будет отпуск, может быть и так, когда вам просто необходимо отойти от информации, от какой-то многозадачности, от, может быть, себя сдерживания вот в какой-то чужой игре. Иногда это бывает на работе, там, если мы вынуждены учитывать направления, предположим, или приоритеты организации, приоритеты начальства. Нам, правда, нужно быть этим самым эквилибристом, чтобы не себе и самим не осложнить жизнь. Но мы от этого тоже устаем. И отдых, я так думаю, если мы говорим 3 главных события, отдыхайте. В июне нужно выкроить время. Даже для вас, если не предусмотрен отпуск, значит, вы его себе как-то должны организовать. Чем дело кончится? А тут может быть смена статуса. Может быть, это вы занимаете пост, мои дорогие козероги. И тогда, скорее всего, чем дело кончится? Здесь кончится тем, что вам придется много работать. Вот вам придется брать какую-то ответственность на себя. Но будьте внимательны, есть какая-то чужая игра. Вам захочется тоже разобраться в том или ином деле и побыстрее ретироваться от какой-то ненужной для вас ответственности. Вот не взвалить на себя слишком много как и ответственности, так и работы. Задача номер 1. Организовать как-то свою жизнь совершенно по-новому. Для кого-то из вас, чем дело кончится, все же могут проходить по карте император изменения в вашем статусе. Может быть, это вам предлагается новая должность. И даже несмотря на усталость, это как удобный момент, и вы всегда об этом мечтали, и куй железо пока горячо, и вам придется на что-то согласиться. Может быть. И вы будете пытаться побороть собственную усталость. Но все-таки нет, уставшие люди делают ошибки. Поэтому не взвалите, я бы сказала, на себя каких-то обязательств, из которых будете выкарабкиваться в одиночку. Вот кому-то важно и это услышать. Но для кого-то из вас это встреча с человеком, который занимает достаточно весомую позицию, предположим, в обществе, или тот человек, который готов взять на себя ответственность. Может быть, это по части личной жизни, или просто согласование вам нужно провести с высокими чиновниками, подписать какие-то документы, через банки вы можете что-то согласовывать, чем сердце успокоится. Очень интересно.
успокоиться тем, что вы закроете какую-то тему, вопрос окончательно. И для вас совершенно новая траектория, новые возможности, нулевой аркан. Хаос перед началом творения, поэтому вокруг вас может быть какой-то хаос, или это вы будете пытаться отстроить свою собственную структуру в каком-то беспорядке, который творится вокруг, перемены в той области, или не области, а в обстановке, может быть. Вот я имею в виду слово «область», тот регион, где вы проживаете. Меня смотрят люди из разных стран. Ну, или вы можете оказаться в какой-то турбулентной ситуации, когда вам нужно двигаться в противоположном направлении, нежели куда бежит толпа. Вот по нулевому аркану мы надеемся сами на себя. И есть все же с учетом аркана и император, когда не взвалить на себя какую-то ответственность, юридическую ответственность, повторюсь, чтобы потом не расхлебывать какой-то вопрос в одиночку, буквально не сглупить с чем-то, мои дорогие козероги. Конечно, это карта нулевого аркана, это новые возможности, но к ним нужно пройти или подойти, рассмотреть что-то очень пристально, внимательно. Не должно быть ошибки в каком-то вопросе, и помешать вам может конкретно усталость. Поэтому отдых совершенно необходим, на кону что-то важное. Второе событие. Признаем свои ошибки по этой карте. И здесь могут быть любая как сфера жизни или может быть конкретное дело, которым вы заняты, и искали в чем-то ошибку, может быть, вы код пишете новый, смотря чем вы занимаетесь опять. И тут вы понимаете, что, вот я нашел как раз то, что мне мешало, и вы будете, скорее всего, от этого отказываться. Может быть, это еще какая-то ситуация по пятерке воздуха или по пятерке мечей, как мы говорим. Может быть такая еще, знаете, ситуация, которая связана с человеком конкретным. В классических колодах Таро пятерка мечей – это первая победа. Когда мы имеем свое отличное мнение от окружающих на какой-то вопрос конкретный или как поступить в каком-то деле, и мы можем кому-то что-то доказывать. И вот эта конфронтация могла сложиться на межличностном уровне. У кого-то из вас это когда вот была чужая игра, мы говорим, да, и вы в ней участвовали, ну, невольно участвовали, вам приходилось где-то быть, балансировать между, и в итоге вы можете сорваться и сказать все то, что вы думаете. И потом, все же мы говорим, пирова победа. Победа есть, но вдохновение она нам не приносит. И вы понимаете, что, ну вот да, наверное, я погорячился, потому что меня жизнь еще столкнет с этим человеком. Или ряд вопросов у нас не закрыты. Или это ваш руководитель. И тогда для вас, мои дорогие, есть возможность нейтрализовать какую-то сложную ситуацию, спорную, путем того, что вы признаете свои ошибки. Может быть, просто совершить важный разговор и сказать: вот в этом пункте я был неправ. Это не значит, что мы шаркаем ногой и рассыпаемся в каких-то реверансах или извинениях. Нет, но достойно сказать: я вот в этом пункте был неправ. Это всегда шаг к примирению, особенно с теми людьми, которые нужны. Давайте мы узнаем, чем дело кончится. Это и вам могут, вот, кстати, кто-то перед вами будет просить прощения, ведь это тоже может быть. Но чем бы дело не начиналось, закончится оно вашей победой. Чем дело кончится победой, мне нечего добавить. И даже, в принципе, ну, я достану, чем сердце успокоится. Но я бы сказала, по карте победа тут не успокаивается ничего. Нам придется удерживать свое положение, положение в обществе или какой-то заданный темп, ритм. Поэтому отдыхать придется. Может быть, удерживать ваши теперешние позиции, не теряя самообладания. Итак, чем же сердце успокоится, хотя нам уже, да, тут действительно мы удерживаем по семерке пентаклей, мы ждем еще дальнейшего результата. Или для кого-то из вас не торопиться потратить деньги, может быть, удержание всех тех активов, которые вы имеете на данный момент, чтобы не совершить какую-то ошибку и на что-то не согласиться. Третья карта. Карта мага. Вы можете, конечно, столкнуться с таким человеком, который как маг, волшебник, великий манипулятор, но и вам-то самим тоже говорят: будь серым кардиналом.
чтобы себе не осложнить жизнь, не согласиться на какую-то глупость, успеть что-либо просчитать, навести справки, мои дорогие. Карта мага – это ни разу не про эмоции. По этой карте нам не говорят, увы, про любовь. Но в этой карте больше на взаимодействие. Когда мы себя сберегаем, когда мы правильно распределяем собственные силы. И для вас нет ничего невозможного. Сама по себе карта предполагает, что вы можете что-то передумать с учетом того, что обстановка каким-то своим чередом идет. Или вы распознаете чей-то хитрый план, потому что мы сказали, по пятерке жезлов или огня вы можете узнать случайно какую-то тайну. И тогда вы будете действовать тоже вот так аккуратно, исподволь. Но для вас, мои дорогие козероги, нет ничего невозможного. Чем дело кончится? Давайте я достану еще одну карту. Что нам? Какой совет дадут карты? Не торопись. Мы избавляемся от ментального мусора. Мы складываем оружие. Правда, какой-то конфликт нет смысла продолжать. А вот сманипулировать и договориться вы можете. Причем это, знаете, как перевести стрелки или перевести себя в другие энергии. Раньше вы были и вашим, и нашим. А здесь вы захотите эту манипуляцию закончить и руководить как будто данным процессом, но уже в нем не участвуя. У кого-то и так может проиграться. Но это будет возможно благодаря тому, что вы конкретно как складываете оружие. Вы с кем-то не спорите, вы не создаете конфронтаций. Худой мир лучше доброй ссоры. И чем же тогда сердце успокоится? Успокоится ваша жизнь. Будет меняться эта карта возрождения. Вы правда должны закрыть какой-то гештальт. И перейти, ваша задача, вот в эти энергии, как по магу. Когда магу только стоит захотеть. Он создаст себе определенный план, который будет корректировать с учетом обстановки. Когда выпадает эта карта, мы становимся очень чувствительны к тому, что происходит вокруг нас. Мы правильно анализируем собственные силы, то, что говорят люди. Мы не тратим себя самого на какую-то ситуацию, которая ненадежна. У мага все выверено. Он не будет действовать с надеждой, что потом как-то отстроится. Нет, ему важен результат теперь. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.